Всем привет! В этом видео вы узнаете, как связать вот такого плюшевого, большого грибного человечка. Его, кстати, можно вязать не только из плюшевой пряжи. Узнать, какие материалы вам понадобятся, можно в отдельном видео. Ссылочку на него можно найти в закрепленном комментарии. Также в этом видео я рассказываю, какими умениями уже нужно обладать, чтобы связать вот этого грибочка. И также про все сложности, которые вас ожидают в процессе его вязания. Мастер-класс на грибочка будет разделен на несколько частей. Сначала все части будут доступны только спонсорам канала и со временем станут доступны для всех. Узнать даты выхода частей мастер-класса на грибочка можно в моем телеграм-канале, куда я, кстати, публикую большое количество схем на самые разнообразные игрушки, а также провожу опросы, какой мастер-класс мне делать следующим. И в одном из опросов как раз победил вот этот грибочек, и поэтому на него я сейчас делаю мастер-класс. Ссылочку на телеграм-канал можно найти в описании под этим видео или перейти туда по QR-коду на экране. Ссылочки на все части мастер-класса на грибочка можно найти в закрепленном комментарии под видео. Если вы хотите поддержать выход моих мастер-классов, вы можете это сделать, поставив этому видео лайк и написав абсолютно любой комментарий. А также не забудьте подписаться, если вам нравится вязать игрушки. Если вы хотите поддержать выход моих мастер-классов финансово, вы можете это сделать, задонатив по ссылочкам в описании. А если у вас есть все необходимые материалы и вы готовы вязать со мной грибочка, мы можем приступать. Начнем вязание грибного человечка с его ножек. Вязание можно начать с кольца амигуруми, можно начать с 2 воздушных петелек. Так как я вяжу из плюшевой пряжи, мне удобнее начинать вязать из 2 воздушных петелек. Провязываю первую и вторую. И во вторую петельку от крючка, то есть в первую провязанную петельку, нужно провязать 6 столбиков без накида. Или провязываем 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми. Второй, третий, четвертый, пятый и последний столбик шестой. Мы с вами закончили вязать первый ряд, в котором всего провязали 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми или в воздушную петельку. Теперь будем провязывать второй ряд. Перед тем, как начать его провязывать, я положу маркер. Во втором ряду нам нужно провязать 6 прибавок. В каждую петельку нам нужно провязать прибавку. Прибавка – это 2 столбика без накида в одну и ту же петельку. Провязала первую прибавку, 1 столбик, второй столбик, вторая прибавка готова, 1 столбик, второй столбик, третья прибавка готова. Теперь четвертая прибавка, пятая прибавка и последняя шестая прибавка. Мы провязали с вами во втором ряду 6 прибавок. Всего у нас во втором ряду получилось 12 петелек. Теперь начинаем провязывать третий ряд. В третьем ряду будем чередовать 1 столбик прибавка. В первую петельку провязываем 1 столбик. В следующую петельку провязываем прибавку. В следующую петельку 1 столбик. В следующую петельку прибавка. В следующую петельку 1 столбик. В следующую прибавка. 1 столбик и прибавка. 1 столбик и прибавка. И последний раз 1 столбик и прибавка. Мы дошли до конца ряда. Всего у нас в этом ряду должно получиться 18 петелек. Провязываем следующий ряд, четвертый, по 1 столбику в каждую петельку и считаем. Должно получиться всего 18 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и последний столбик 18. У вас должно получиться ровно 18 столбиков. Если у вас одного столбика не хватает, то в последнюю петельку провязываем прибавку, чтобы у вас получилось всего 18 столбиков. Следующий ряд у нас 5. С 5 по 7 ряд, то есть всего 3 ряда, 5, 6, 7, провязываем по одному столбику в каждую петельку, по 18 столбиков в каждом ряду. А пока мы вяжем, хочу вам рассказать про свой телеграм-канал. У меня есть не только телеграм-канал, куда я выкладываю схемы, но и еще один телеграм-канал, куда я выкладываю свои различные новости. Делюсь с вами своими вязальными процессами, рассказываю, какие игрушки у меня заказывают, какие покупают, и также делюсь с вами своими обновками. Ссылочку на этот телеграм-канал можно найти в описании, и также можно туда перейти по QR-коду на экране. Закончили вязать 7 ряд. Считаем 1 ряд, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 рядов мы закончили. С первой ножки ниточку мы обрезаем и оставляем петельку. Со второй ножки ниточку не обрезаем, продолжаем вязать от второй ножки. Провязываем цепочку из 3 воздушных петелек. Первая, вторая, третья. Всего 3 воздушные петельки. Теперь берем первую провязанную ножку, от которой мы отрезали ниточку, и начинаем вязать где-нибудь рядом с петелькой. Я отсчитываю 3 столбик. Начинаю вязать в 3 столбик от петельки. Провязываю 1 столбик без накида, 2 столбик без накида, 3 столбик без накида. Я дошла до петельки. Теперь петельку надеваю на крючок, затягиваю. Вставляю крючок в следующую петельку, в которую мы должны вязать столбик. Подхватываю нить с изнаночной стороны, вывожу на лицевую. У меня 3 петельки на крючке. Через все 3 протаскиваю нить. Получился у нас такой необычный столбик. Всего мы провязали по этой ножке 4 столбика. Всего их должно быть 18. Продолжаем вязать по этой ножке. 5 столбик, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 столбик. Мы закончили вязать по ножке 18 столбиков и дошли до цепочки воздушных петелек. Теперь продолжаем вязать по цепочке воздушных петелек. Мы провязывали 3 петельки, по ним нужно сделать 3 столбика без накида. Провязываем 1 столбик, 2 столбик и 3 столбик. Мы дошли с вами до другой ножки. Маркеры здесь можно пока убрать. Провязываем по этой ножке, до которой мы дошли, 18 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и последний 18. Провязали 18 столбиков по ножке,
Дошли снова до цепочки воздушных петелек. По ней провязываем 3 столбика без накида. Первый, второй и третий. И здесь ставим маркер. Мы сейчас с вами закончили 8 ряд. В 8 ряду у нас всего должно получиться 42 петельки. На этом первая часть мастер-класса закончена. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк и написать любой комментарий. Ссылочки на все остальные части можно найти в закрепленном комментарии под видео. Сначала они будут доступны только спонсорам канала и со временем станут доступны для всех. Подписывайтесь на мою группу в Телеграме, чтобы не пропустить выход новых частей мастер-класса. А на этом я с вами прощаюсь. Увидимся в следующих частях мастер-класса. Всем пока!